Зрелищная фантастика, военная драма, долгожданные блокбастеры, атмосферный хоррор и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас лучшие фильмы, вышедшие в цифре за последнее время. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Каскадеры. Только покинув розовый мир Барби, Райан Гослинг снова покоряет большие экраны, на этот раз в роли бесстрашного каскадера Кольта в новой экшн-комедии «Каскадеры». Фильм берет за основу классический сериал 80-х, щедро приправляя его изрядной порцией мета-юмора, нечто вроде коктейля из Дэдпула и Ла Ла Ленд. Гослинг в роли Кольта настоящий ас своего дела, который, тем не менее, предпочитает оставаться в тени самодовольной звезды боевиков Тома Райдера. Неудача ставит карьеру Кольта под угрозу, но в игру вступает его старая знакомая, режиссер Джоди Морено. На этот раз ей предстоит снять не просто фильм, а распутать настоящий заговор. Кольту придется применить весь свой каскадерский арсенал, чтобы спасти положение, завоевать девушку и, кто знает, может быть, даже получить долгожданный Оскар за свою опасную работу. Каскадер подкупает искренней любовью к искусству. Перед нами настоящий праздник практических эффектов и трюков, которые выполняют невоспетые герои киноиндустрии, рискуя собой ради нашего развлечения. Экшн-сцены поставлены на высочайшем уровне, а Гослинг вместе с блестящим актерским составом выкладывается на все 100. Конечно, без романтических клише не обошлось, но химия между Гослингом и Блант не вызывает сомнений, а их отношения окажутся довольно искренними и трогательными. Фильм иронично обыгрывает киноштампы, используя мета-юмор и прием фильм в фильме, что приводит к действительно смешным моментам. Для ярых поклонников кино 80-х это не ремейк старого сериала. Новый фильм заимствует у своего предшественника лишь название и общую идею, предлагая свежий современный взгляд. Зато в наличии качественный экшен, искрометный юмор и волшебство хорошего кино. «Падение империи» — новая работа Алекса Гарланда, режиссера, подарившего нам атмосферные пляжи 28 дней спустя. На этот раз Гарланд погружает нас головой в мрачное антиутопическое будущее, где американская мечта превратилась в кошмар. Политические дебаты и споры в соцсетях где-то в прошлом. Перед нами полномасштабная гражданская война, где бензин дороже золота, а жизнь стоит катастрофически мало. Мы оказываемся в самом эпицентре конфликта вместе с группой военных журналистов, которые путешествуют по разрушенной Америке. Их задача — заснять последнее обращение президента из осажденного Белого дома. Гарланд не тратит времени на раскачку. «Падение империи» — это жесткое и жестокое изображение войны. Неудивительно, что во время проката фильм вызвал волну споров. Перед нами не романтизированный конфликт, а страшное напоминание о том, к чему приводит насилие. Несмотря на захватывающую идею «Падение империи», фильм не без недостатков. Сюжет, хоть и держит в напряжении, местами скатывается к предсказуемости, а некоторые персонажи так и остаются шаблонными. Темп повествования тоже не всегда ровный. Неспешное развитие событий внезапно сменяется хаотичной кульминацией. Но несмотря на эти недостатки, «Падение империи» оставляет глубокий след в памяти. Сила фильма в его бескомпромиссном взгляде на ужасы войны и пугающе реалистичном изображении разрушенного мира. Дебютный фильм Морица Мора «Пацан против всех», коктейль из адреналина, мести и ярости с Биллом Скарсгардом в главной роли. Сюжет типичен: убийство семьи, годы тренировок, и вот герой превращается в живое оружие возмездия. Очевидно, как и многие другие экшн-фильмы, этот тоже берет не сюжетом, а динамикой и хореографией боев. Несмотря на впечатляющий экшн-составляющий, фильм спотыкается о собственное повествование. Закадровый голос, озвучивающий мысли немого персонажа Скарсгарда, иногда кажется лишним. Да, голос диктора видеоигры, запомненный главным героем до того, как тот оглох и онемел, добавляет еще один штрих к и без того стильному и безумному повествованию, но порой кажется, что интереснее было бы наблюдать за историей, рассказанной языком чистого экшена. Сравнение с Джоном Уиком неизбежно, но «Пацан против всех» все же занимает особое место в жанре. Это фильм-аттракцион, фильм-эксперимент, который не боится переборщить, и именно в чрезмерности кроется его очарование. Он не претендует на лавры интеллектуального кино, но, поверьте, дарит зрителю незабываемые ощущения. Новый фантастический боевик Netflix «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли встретили прохладно, но списывать его со счетов я бы не спешил. Да, вновь сюжет типичный. Человечество на грани гибели, восставший искусственный интеллект диктует свои правила, и только одна героиня может спасти всех. Знакомо? Еще бы. Но «Атлас» оживляет избитые клише, предлагая зрителю зрелищный боевик с неожиданно трогательной историей. Кроме того, он цепляет динамикой. Сцены сражений напоминают Хейла, мощное оружие, завораживающие спецэффекты и Джей Ло, которая все еще может дать фору многим экшен-героям. Кстати, поклонникам Titanfall фильм тоже придется по вкусу. Несмотря на официальное отсутствие прямой связи с игрой, в «Атласе» безумно похожая атмосфера и практически идентичный визуальный стиль. Но главное достоинство фильма — это отношение между «Атлас» и ее невольным напарником ИИ. Конечно, без недостатков не обходится. Диалоги местами кажутся натянутыми, да и сама Лопес часто переигрывает, но в целом плюсы перевешивают минусы. Если вы любите фантастику и ищете не банальный зрелищный боевик, возможно, будете приятно удивлены.
«Конвой», он же «Арктический конвой». Это норвежский военный триллер, который чудом не затерялся среди множества похожих фильмов. 1941 год, беспощадный Северный Ледовитый океан. Обычные норвежские моряки оказываются на грани жизни и смерти, втянутые в жернова Второй мировой. Фильм основан на реальных событиях и не пытается приукрасить правду войны на море. Моряки должны доставить важный груз в Советский Союз, преодолевая не только атаки нацистов, но и ярость океана. Режиссер создает напряженную, клаустрофобную атмосферу на борту преследуемого судна. Ледяной ветер, рев немецких бомбардировщиков, страх и надежда в глазах членов экипажа – все это буквально обрушивается на зрителя, затягивая в пучину событий. Несмотря на то, что актеры не знакомы с широкой аудиторией, играют они просто блестяще. Визуально фильм также очень хорош. Оператору удалось передать и суровую красоту Арктики, и ужас морских сражений. Сцены боев поставлены динамично, держат в напряжении. Фильм открывает малоизвестную страницу истории Второй мировой, рассказывая о подвиге простых людей. Еще одно напоминание о том, что героизм может проявиться в самых неожиданных местах. «Претенденты» Луки Гуаданьино – фильм о мире большого тенниса, который оставляет после себя двойственное впечатление. С положительной стороны это стильная мелодрама Зендаи в роли Таши, бывшей звезды корта, ставшей жестким тренером. Ее цель – превратить своего мужа Арта в чемпиона, чего бы это ни стоило. В центре сюжета любовный треугольник. Арт должен сразиться со своим давним другом и бывшим возлюбленным Таши Патриком. Турнир превращается в битву не только за победу, но и за любовь и за право на счастье. Увы, претенденты сильно проигрывают по очкам, когда речь заходит о темпе и структуре. Фильм длится больше 2 часов, и многие сцены кажутся безумно затянутыми. Постоянные скачки во времени, призванные создать интригу, на самом деле тоже только рвут повествование и мешают сопереживать героям. И тем не менее, претенденты цепляют. Лука Гуаданьино – мастер визуальной эстетики. Он создает на экране мир, окутанный атмосферой страсти и тревоги. Все работает на то, чтобы погрузить зрителя в эту историю про амбиции, желания и тени прошлого. Новый фильм ужасов «Нечисть» с Фрей Аллен в главной роли вряд ли станет классикой, но он заслуживает внимания хотя бы за попытку выйти за рамки жанра. Вместо дешевых скримеров нарастающая атмосфера беспокойства, вместо крови жуткая тайна. В подвале дома обитает ведьма с мешком на голове, способная на пару минут принять облик умершего человека и вернуть его в мир живых. 2 минуты на разговор с тем, кого уже нет, заманчиво. Вот только если превысить отведенное время, то ведьма обретает власть над призванным, и совладать с ней сможет лишь законный владелец дома. Юная девушка Айрис наследует дом вместе с его мрачной обитательницей, а вскоре на пороге появляется Кевин, убитый горем парень, готовый на все, чтобы еще раз увидеть свою возлюбленную. «Нечисть» — это своего рода копипаст с 2-3 «Демон, приди», с примесью готического хоррора и напоминанием о том, что желание иногда лучше оставлять при себе. Конечно, без штампов не обошлось, ведь концепция во многом повторяет упомянутый выше хоррор, но фильм компенсирует это несколькими по-настоящему жуткими моментами гнетущей атмосферы. «Нечисть» и 2-3 «Демон, приди» объединяют общие темы – горечь утраты, общение с мертвыми, роковые последствия ошибок и нарушения правил. Но «Нечисть» выбирает свой путь, делая ставку на атмосферу и психологизм, а не на скримеры и неожиданные повороты. Намного лучше, чем показывает его рейтинг. «Годзилла» и «Конг. Новая империя», свежая глава Monsterverse от Legendary, честно отрабатывает свой хлеб. Здесь вас ждут монстры размером с небоскреб, эпические битвы и такое количество спецэффектов, что глаза начинает резать от восторга и цветастости. А вот если вы жаждете сложного сюжета, то вам точно не сюда. Очевидно, франшиза превратилась в чистое развлечение для глаз. «Новая империя» не стала исключением, это просто аттракцион, на котором нужно отключить мозг и наслаждаться зрелищем. Новая угроза заставляет Годзиллу и Конга, заклятых врагов, забыть о разногласиях. Естественно, на время, ведь новые фильмы снимать тоже будет нужно. Параллельно нам рассказывают об острове Черепа и происхождении титанов. Люди в этой истории декорации. Они произносят пафосные речи, принимают тупые решения, которые двигают сюжет в нужном направлении, и время от времени служат живыми игрушками для гигантских монстров. Но возвращаясь к главному, экшен действительно эпичен. Король монстров хоть и уступает в этой части центральное место, но все равно уничтожает все на своем пути, а Конг здесь выходит на первый план. Он ищет новый дом для своего вида, и это придает фильму неожиданно трогательный подтекст. Ну, насколько это возможно, когда речь идет о гигантской агрессивной обезьяне. Министерство неджентльменских дел. Гай Ричи вновь радует нас взрывной смесью экшена и комедии. В центре сюжета сверхсекретное подразделение под командованием Генри Кавилла. Их задача — сеять хаос в тылу врага, используя самые безумные и нестандартные методы. Кавилл, кажется, наконец-то вырвался из объятий своего суперменского и ведьмачьего образа. Его герой — хитрый и харизматичный солдат, обожающий риск и безумные авантюры. Компанию ему составляют блестящий Алан Ричсон в роли громилы силача и очаровательная Эйса Гонзалес. Экшен в фильме поставлен на высоком уровне.
уровне. Дерзкие диверсии, безумные погони, взрывы, перестрелки, и Ричи не жалеет спецэффектов. А черный юмор и фирменные диалоги делают это безумие еще более притягательным. Конечно, исторической достоверности нет и близко. Ричи черпает вдохновение в реальных подвигах британских спецслужб, но все же снимает именно и исключительно развлекательное кино. И именно в этом и плюс, и минус министерства. Фильм дико увлекательный, но ему не хватает той глубины, которую мы видели в других работах режиссера. Эбигейл. Забавно, но кажется, что у Universal наконец-то получилось перезапустить классическую вселенную монстров, хотя в этот раз студия к этому даже не стремилась. Сюжет хоть и не блещет оригинальностью, группа наемников похищает 12-летнюю балерину, чтобы получить выкуп, но все идет не по плану. Но фильм держит в напряжении до самого финала, благодаря непредсказуемым поворотам и мрачноватому юмору. Эбигейл напоминает классический триллер о вторжении в дом, но с акцентом на вампиров. Дэн Стивенс великолепен в роли обаятельного злодея, но настоящей звездой фильма становится юная Алиша Вейер, сыгравшая Эбигейл. Режиссеры, известные как Radio Silence, уже успели прославиться благодаря двум успешным сиквелам Крика. Эбигейл — это еще один захватывающий хоррор, который можно назвать духовным наследником их дебютного хита «Я иду искать». Кстати, рекомендую. Динамичный сюжет, впечатляющие практические эффекты и напряженная музыка. К тому же фильм не только пугает, но и смешит. Отличный хоррор на вечер. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. Обязательно заходите в Telegram, ссылка будет в закрепленном комменте. И до встречи в следующем выпуске. Пока.